Доброе утро, друзья! Сегодня достала я вот этот свой мольберт, разложила, не знаю, буду ли я на нем писать или нет. Но вот я подготовила мне несколько, в общем-то, серия работ с котиками. И я вот набросала еще пару эскизов, и вот здесь тоже. И хочу, в общем-то, написать такую полноценную серию со средневековыми котами. И достала мольберт этот, ну, блин, он такой шаткий, я не знаю. Хочется просто, чтобы немножко сменить ракурс для съемки видео и вообще, чтобы как-то немножко картинка у меня перед глазами сменилась. Устала я уже от этого стола, как бы и постоянно одно и то же место. Надоедает. В общем-то, я решила попробовать. Периодически я его достаю, но не знаю, как он у меня будет в этот раз. Посмотрим. В общем-то, хочу написать вот этого котика. Уже накидала несколько дней назад, еще когда вот писала вот этих котов, уже просох, в общем-то, то, что я накидывала. Ну, сейчас посмотрим. Уже я и подзабыла, что я хотела. В общем-то, вот было у меня такое настроение. Вот, поэтому вот так вот. И вот еще одно у меня такое. Приучаю я себя уже в который раз, по чистоте этих перчаток видно. В общем-то, приучаю я себя, пытаюсь, во всяком случае, себя приучить к тому, чтобы писать в перчатках. По их чистоте видно, то есть я их использовала всего пару раз, наверное, раза 2 или 3, когда работала. Ну, вот, наверное, вот пока писала этих котов. И вот на что они уже похожи. То есть как бы это все ничего, но если, ты как бы работаешь, там редко, да, периодически там, ну, запачкались руки, пошел помыл как бы. Но когда каждодневная работа, ежедневная, то вот это все впитывается в пальцы, в ногти, вообще, в принципе, краски же они основаны на каких-то металлах, на тяжелых металлах. Взять белила, не только там цинковые или титановые. В общем-то, остальные краски я не очень знаю, как их химический состав, но осмелюсь предположить, что там тоже содержится что-нибудь такое. В общем-то, для того, чтобы сохранить как-то руки, сейчас я пытаюсь привести ногти после этих, то, что я поиздевалась, в общем-то, над своими руками, и сейчас пытаюсь привести в норму, и хочется как-то себя поберечь от вот этого, потому что все-таки, если это разовое или там раз, не знаю, в неделю, раз в месяц вы пишете, в принципе, ничего страшного, оно все отмывается, и как бы я не думаю, что там прям такой серьезный ущерб идет здоровью, вот, но когда каждый день, это, конечно же, я считаю, что и как бы имеет такой накопительный эффект. Собственно, что касается, почему я начала этот разговор еще о перчатках. Вот если кому интересно, я не хотела использовать вот такие, ну, эти еще ничего, как бы они вот в комплекте идут с этими. Я не хотела использовать медицинские, какие-то вот резиновые, потому что в них потеет рука. То есть это тоже не очень хорошо, когда потеет. И я нашла на Трендио, может, кому интересно, вот можете вбить потом в поисковике. В общем-то, это перчатки для экземы, у кого экзема. И они продаются вот так в комплекте, такие резиновые. Они как бы для того, чтобы мазать кремом, одеваете сначала эти, и потом сверху вот эти, и можно было выходить как бы на улицу. Ну, насколько я понимаю. То есть есть еще специальный крем продается. В общем-то, я взяла вот 3 пары и пока что пробую. Вот я первые взяла, вот они тут внутри, упаковочка. Упаковка тряпичных и упаковка таких. Не знаю, мне понравились здесь, что я ранее пробовала. То есть я взяла М-ку, размер медиум, вот, медиум. Поскольку, но они мне великоваты вот здесь, то есть широковатые.
Но поскольку у меня пальцы длинные, и я боялась, что эска мне потом будет вот так до середины пальца, поэтому я не люблю, то ничего страшного, пускай вот тут будет пошире, но зато пальцы полностью влазят. В общем-то, вот такие приспособления нашла себе. Кому надо, может, может, ну, это не реклама, ничего, просто это имейте в виду, что это перчатки от экземы, вот антиаллергические, там что-то такое. Вот. И пишут, что хлопковые. То есть это вот основная, то, что я искала, потому что все строительные перчатки, все это вот они, конечно же, немножко, а эти прям, ну вот они приятные. Приятные, и в них я не могу работать, я тут не могу, допустим, если там что-то надо даже на кухне там или вот, я не могу использовать резиновые перчатки, это сложно для меня, не знаю, само ощущение мне неприятно. Поэтому я долгое время подозреваю, что я не могла себя заставить. Вот, не знаю, насколько мне их хватит. Вот я их где-то, ну, вот около недели я их пользую. Вот такие они уже грязные. Ну, если честно, то лучше перчатки, чем мои руки. Зато поберегу руки немножечко. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Буду стараться использовать их на постоянной основе и понаблюдаю, как, в принципе, в норму начнут приходить, и станет ли легче моим рукам. Вот. Прошло уже несколько дней, не помню даже сколько. Не знаю, в последнее время сложновато мне что-то снимать. Наверное, нахожусь в каком-то таком, в общем-то, э, оставлю. Бывает, что спады, бывают подъемы. Вот, видимо, у меня какой-то спад на данный момент, что э, работы писать я пишу, но что-то снимать и фиксировать как-то бывает сложно. Хочется просто посидеть в тишине и, в общем-то, сделать какую-то работу. Вот. Показываю этих котиков, которые я написала. Вот это был первый, второй, вот третий тоже мне очень нравится. Необычный фон, вот он уже даже подсох. И четвертый большой, но я вот его не закончила. Вот он такой обиженный, наверное, просит пуговички себе на его наряд. Как-то вот здесь такое большое пятно. И вот я подумываю его доделать, но так вот как бы 4 работы я подготовила. Очень нравится, я планирую и развить эту тему еще больше, то есть вот именно в таком контексте. То есть они вроде бы как бы, сейчас отойду подальше, они вроде бы как все разные, цветовое решение, как бы гамма, но тем не менее они как-то смотрятся вместе, как бы видно, что это одна группа работ. Вот. Такой прямо 3D-шный получился. Каждый со своим выражением лица, какие-то вот эмоции, какие-то, вот это такой романтичный, даже смешной такой. Этот, пожалуй, испуганный. Не знаю, вот интересные эмоции получаются. И на какой-то стадии, то есть можно менять по мере написания работы, и эмоции на лице тоже как бы меняются. И интересно всегда получается, потому что это какой-то как уникальный процесс, и я всегда останавливаюсь тогда, когда мне кажется, что это более как бы удачный такой вариант. Вот так. Он уже подсох, прям так серьезно, только вот белила где есть, еще немножко липнут, белила высыхает немножко позднее, в общем-то. Перчатки мои вуаля. Планирую попробовать их постирать и посмотреть вообще, как бы, будет ли от этого толк. Ну, я взяла несколько на смену, несколько пар,
И, в общем-то, хочу их менять между собой, потому что, например, вот эти пальцы, видимо, я так салфетку обычно держу в этой руке, и они больше всего пачкаются. Вот. Короче, я решила поставить здесь ему пару пуговичек. Таким образом, я раньше поступала с амурчик. У меня есть портрет амура, который у меня висит в комнате. И я ему тоже рисовала такие пуговички, и очень здорово смотрелось, как кафтан такой. Очищу палитру. Так. Сначала я не буду так радикально. Сначала попробую я наметить их. Я уже даже подписала работу. Но это не проблема, можно и ее еще долго. Это. Вот так, раз. И вот два. Вот три. Думаю, будет неплохо. Я их хочу таким желтоватым, с Марсом. Оранжевым. Надо добавить красочек. Упустила из виду. Марс оранжевый. Марс желтый где-то у меня был. Жду, у меня, в общем-то, должны быть очередные поступления. Сестренка нашла для меня один набор. В общем-то, я из-за чемоданчика он мне понравился. И достался мне, ну, за неплохие деньги. То есть они здесь, я смотрела, у нас на сайте новые продаются, но ценник, конечно, повыше. Потом, когда придет, я уже покажу. То есть это набор Ван Гога. Там есть краски. В общем-то, такой стандартный достаточно набор. Я не очень люблю сам, ну, Ван Гог как марка, то есть я не очень люблю ними писать. Я пробовала. Возможно, мне такие пигменты попадались, которые, ну, не очень удачные из их линейки. Вот, но как бы основная цель это был чемоданчик, поскольку я вот все ищу для себя идеальный. Мне нравится этот, который у меня, вот я последний э, пользовалась, я показывала. Но я ищу, наверное, то есть он классный для выезда на пленэр, опять же, а для того, чтобы вот так вот взял в одну руку, в общем-то, и понес, и чтобы было не тяжело для каких-то малюток, вот я ищу такой. И мне он показался, что, возможно, он мне подойдет. Ну, опять же, возможно и нет. Будет видно. Если нет, то будет еще один чемодан в моей коллекции. Ну, краски там уже как бы можно будет использовать. Вот. Учитывая, что ценник был относительно нормальный, то, грубо говоря, там по цене красок. Не задумываясь. Так, у нас свет падал с этой стороны. Будем делать. В общем-то, я хочу закончить этого кота уже, потому что он такой у меня стоял, незавершенный. Тяжело у меня шла работа эту неделю. Я вот, грубо говоря, я работала по заказам, а вот из новых работ, которые для себя, я написала только вот этих котов, и остальное все это, в общем-то, заказы. И
в таком энергосберегающем режиме нахожусь, но очень надеюсь, что этот период, не знаю, может так осень действует, что период этот закончится уже, и как бы хочется как-то поднакопить сил и войти опять в такую свою привычную колею, в общем-то, такую достаточно активную. Потому что пыталась я себя пару раз заставлять там что-то делать, но когда через силу все равно не получается, работы выходят совершенно не такие, какие бы мне хотелось. Ну, вот я сейчас говорю о том, чтобы о том, когда я записываю видео, например, потому что знаю, что ждете мастер-классы, какие-нибудь полезные штуки, в общем-то. Вот. И очень сильно зависит от состояния. У меня очень, такой очень тяжелый месяц был прошлый. Даже, наверное, прошлые два. Это, наверное, были рекордные месяца за всю, наверное, историю моей вообще работы, потому что, может быть, это меня и подшатнуло, потому что я как бы, пыталась раздвоиться, расстроиться, не знаю как, чтобы все успеть. Не всегда это получалось. Вот, но отработала очень хорошо, плодотворно, но меня это, конечно, под, подкосило. В общем-то, нужно восстанавливаться, нужно, не знаю, обычно я, чтобы восстанавливаться именно от такого вот выгорания в плане творческого, чтобы набраться сил, чтобы прийти в себя, я обычно, допустим, еду в лес или, вот здесь, например, у нас ближайший, в общем-то, за городом, который лес есть, вот выезжаю и немножко как бы и хожу, много хожу. Вот тогда я чувствую, что, я восстанавливаюсь. Не знаю, возможно, это как бы многие с таким сталкиваются, но вот именно ходьба и без телефона желательно, то есть телефон я оставляю в машине, и даже с собой не беру, и просто вот ходьба без телефона, без ничего, и это мне помогает. Во-первых, я много над чем задумываюсь, на то, что я ранее упускала из виду, какие-то моменты. Вот приходят во время вот такой ходьбы, приходят очень классные идеи, всегда что-то интересное, в общем-то, то, что в обычной жизни очень много есть таких отвлекающих моментов, каких-то проблем, каких-то дел, и которые отвлекают нас от чего-то, возможно, действительно важного. Вот. И когда во время такой ходьбы, то есть приходят различные идеи, классные какие-то, не знаю, если не пробовали, рекомендую. В общем-то, это такое классное дело для тех, кто любит природу, особенно городским жителям, кто вот так вот, как, допустим, мы в очень густо населенном городе, когда живешь, постоянные шумы, постоянные раздражители, очень сильно отвлекают, и ты становишься такой дерганый, не можешь ни на чем так сконцентрироваться должным образом. В общем-то, вот, поэтому это очень... Купила опять классные свои любимые салфетки, которые мне нравятся. Вот такие пуговички можно, кстати, сейчас еще местами использовать это сам вот этот вот, сделать более интересный. Подготовила я даже формат. У меня есть такая рубрика
среди моих видео, которые я обычно снимаю, в общем-то, есть такая рубрика, когда я пишу работу с референсов ваших подписчиков, которые вы мне отправляете в Телеграме. Вот. И я подготовила уже холстик. Сейчас он у меня сбоку, я планирую к нему приступить. В общем, у меня, вот если я покажу свой расписание, у меня есть ежедневник, где я записываю все свои дела, которые я планирую себе как бы заранее. В общем-то, когда ты работаешь сам на себя, то ты сам себе как бы начальник, да, но ты это очень, пожалуй, самый строгий начальник. Ты можешь быть себе как бы сам, потому что очень важно планировать свой день, очень важна самодисциплина и вот эта вот плотность деятельности, от нее очень многое зависит, потому что, в общем-то, от того, каким образом мы формируем свой день, как мы свое время используем, насколько эффективно, зависит напрямую наш заработок, наши эм, умения, даже как бы то, что мы можем наработать какие-то там, я не знаю, как сейчас модно говорить, скиллы и вообще очень многое зависит от графика. В общем-то, я туда записываю. Если открыть, у меня в записях на каждый день я дублирую. Не получилось сегодня, но я на каждый следующий день пишу снять видео на YouTube, снять видео на YouTube. Вот просто на каждый день я себе писала, но так в себе силы, в общем-то, и не находила. Для... Бывают такие периоды, но зато я возобновила и снова начала читать. У меня был долгий период, достаточно долгий, я не могла читать. Я очень люблю, я обожаю вообще с детства еще мне бабушка, она привела, в общем, привила любовь к чтению, к книгам. И как бы, ну, для того, чтобы читать, нужно уметь освободить голову от каких-то мыслей, от всего, то есть концентрация должна быть. А когда постоянно есть какие-то ну, факторы, которые тебя оттуда выбивают, то есть ты не можешь сконцентрироваться, очень сложно бывает, даже независимо от того, какая бы ни была интересная книга, и как бы не хотелось, и меня это очень сильно злило, но я, тем не менее, не могла сконцентрироваться никак. Вот. И начала, в общем-то, снова. Я очень люблю бумажные книги, очень. У меня даже есть небольшая коллекция здесь. Много, конечно же, у меня было. Я как-то периодически, допустим, ну, привозила, потом увозила обратно домой, потому что ну, жизнь не всегда была такая достаточно, скажем, оседлая. Мы долгий период времени, грубо говоря, на чемоданах жили, поэтому особо обзавестись какими-то, ну, в том числе библиотекой, это ну, было проблематично достаточно. И хороший выход из ситуации это, конечно же, читалка. Бумажные книги ничего не заменит, конечно же, никакая читалка, но тем не менее все равно, как бы, то есть ты куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни поехал, ты ее можешь взять с собой и всегда как бы можно почитать. Вот, поэтому я сейчас использую читалку, закачала туда разных книг, читала, пробовала читать Кастанеда, но, наверное, не зашло, не совсем мое, хотя многие рекомендуют. Вот. Я в каком
Думаю, что я пока закончила. Можно поработать еще над его лицом, наверное, вообще так по-хорошему. Ну, не знаю, стоит ли. Не хочется мне менять его выражение лица. Ну, доработать вообще можно, конечно. Картину можно писать очень долго. Добавлю пару мазочков еще так для живости. Вообще, вот, допустим, любой цвет, даже здесь вот в воротнике, не видим его, но он у нас есть здесь, здесь, здесь присутствует. И я всегда подмешиваю, чтобы как-то разнообразить. И соединить между собой, как бы, чтобы оно смотрелась работа более цельная. Я всегда как бы один и тот же цвет, то есть я его и здесь могу, и здесь. И вот я этот, например, и тут у меня был, я могу и здесь его поставить. То есть как бы таким образом работа получается цельная по колористике, не разбитая на куски, на части, да, там что какие-то куски кажутся как будто бы отдельные, не из этой работы. Также планирую продолжать ту историю, которую я начала еще весной, по-моему, это девушки с котами. Все были куплены, по-моему, одна, по-моему, только осталась, а остальные все раскупили. Ну вот. Я планирую продолжать, конечно же, эту историю. Мне очень нравится, особенно красно-зеленый фон. Обожаю. И подготовлю еще пару эскизов и тоже напишу. Коты тоже крутые. Это вот такая моя любовь, в которой я периодически возвращаюсь и снова их пишу и снова. Может, как-нибудь тоже напишем вместе. Пожалуй, на этом я остановлюсь. Опять пошла работать без перчаток. Сама не замечаю. Вот, так что сейчас я вот что думаю. Был в группе, я подготовила вот этот эскиз. Это скинул кто-то из подписчиков. И это бархатцы, я так понимаю. И я хочу попробовать его изобразить. Я подготовила холстик. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот я холстик приготовила. Я настроила уже фокус. И не хочу, чтобы он успевался. Ну, в принципе, вот обычный холст на подрамнике. Размер 20 на 25. В общем-то, не такой небольшого размера. Попробуем что-нибудь изобразить на нем, исходя из нашего вот этого вот референса. Очень красивый. Мне нравится. Я точно не помню, по-моему, эти цветы называются бархатцы. Во всяком случае, у нас таких зовут. Раньше, когда вот была маленькая еще дома. Осенние цветы у нас. Или они и летом цвели. Даже уже не помню. Но у нас они тоже были. Почищу я палитру. Уберу ненужное, чтобы оно мне тут не мешало.
тоже. Я сначала думала писать на картоне, но у меня не оказалось необходимого формата, то есть вот я вытянутый хотела немножко, но нет загрунтованного формата, поэтому я заранее, в общем-то, пока не было сил у меня писать, я сменила, в общем-то, свою деятельность и подготавливала, в общем-то, картоны, расчерчивала для будущих работ, потом натягивала холсты, натянула там не помню сколько холстов, чтобы у меня были готовые, в общем. Лучший отдых – это смена деятельности, как показывает опыт. У меня тут кофеек, с вашего позволения. Так. Приступим. Не знаю, не строю никаких ожиданий, потому что каждый раз, когда строю какие-то ожидания, чего-то от себя жду, и хочется, чтобы каждая работа получилась какая-то супер отличная. И, как правило, в таких моментах получается что-то не то. Вот, поэтому без всяких ожиданий попробую изобразить, вдохновившись вот этим референсом замечательным, изобразить свою, в общем-то, версию э, этого, этой постановки. Так. Я очень люблю, кстати, вот осенние цветы. К сожалению, здесь я их не встречаю. У нас они назывались димитрицы. Еще, ну, это в простонародье, димитрицы. Это я так подозреваю, что это, наверное, молдавское название. Они такие достаточно мелкие. И в более крупном варианте это уже, я не знаю, там, когда они по сортам, как оно будет звучать на правильном, в общем-то, как их настоящее название, я не знаю сейчас. Вы мне напишите, лучше я не буду, чтобы я не позорилась, в общем. Это как хризантемы, только маленькие. Мне очень нравятся. Они у нас вплоть до зимы прям цвели. И у них такой запах, вот сейчас, например, если подумать, чем пахнет осень, вот осень для меня пахнет вот этими листьями упавшими, сухими, и вот запах вот этих димитриц. И они такие неприхотливые, кустами, у нас даже их продавали прямо в горшках, и такие большие букеты. Я очень любила, я как-то раз здесь нашла, кстати, нам надо будет поискать, может быть, продают снова. Я бы купила, чтобы хотя бы какое-то время здесь они у меня постояли в мастерской. Они в горшках продаются у нас, и раньше, ну вот дома продавались, и очень-очень ароматные такие. Аромат, конечно же, был балдежный. Такой, ну, на любителя, конечно. Но мне очень нравился вот этот запах. Вот и для меня осень до сих пор пахнет вот этими димитрицами. Ну, получается, что свет у нас с этой стороны, исходя из вы можете изобразить свою версию. Я не знаю, как, понятное дело, что у всех получится что-то разное. Автор отправил в группу, значит, я ну, осмелюсь предположить, что разрешение на то, чтобы писать этого референса у нас есть. Я стараюсь тоже, когда мне отправляют на почту, мне присылают часто
референсы, и я стараюсь их пересылать в группу для того, чтобы делиться с вами тоже. Потому что такой это достаточно, скажем, ценный ресурс, и не всегда есть возможность что-то самостоятельно поставить, и, может быть, не всегда там есть под рукой какие-то необходимые атрибуты постановочные, в общем-то. И я думаю, что это очень классно, когда можно воспользоваться. Понятное дело, что с фотографией писать это одно, вживую другое, но все равно. У меня много, я за всю свою, весь период там, своего письма я на работу писала, и хочу сказать, что были очень удачные работы, которые написаны с референсов по фотографии. И как бы нет такого, что удачные только когда я пишу постановку делаю сама здесь перед собой, да. И так получались очень красивые работы, независимо от того, с чего я писала. Поэтому я сделаю тенюшку, что-нибудь такое полегче. Здесь у меня, кстати, это турецкая зеленая. Я ее иногда тоже использую в тени. Зелень у меня, как всегда, араратская, травяная и изумрудная на палитре. В общем-то, я их чередуя между собой, перемешивая. В самые темные места очень хорошо подходит араратская и изумрудная. Ну, их можно перемешивать между собой, можно и смешивать, допустим, с ультрамарином, можно с королевской голубой, с желтым, то есть в сочетании с различными другими красочками получается тоже очень красивое сочетание. Вот. Здесь как бы в глубине и частично уходит в глубину, частично будет у нас на поверхности, что-то будет просвечивать. Кисти вот вы писали мне, что каким образом получается, что я пишу буквально там несколькими кистями, и все равно не получается грязь. Ну, первое, что я хочу сказать, это салфетки. Я очень много в кисть, то есть если обратить внимание на работу, то у меня очень много уходит салфеток. Немножко пошуршу. У меня очень много уходит салфеток. Это первое. И второе, есть, но это уже опытным путем, но в процессе работы уже есть понимание того, какие краски при смешении друг с другом, какие оттенки дают и как себя ведут. Потому что смешав между собой одни цвета, у нас получается красивые сложные тона, но также может получиться и так называемая грязюка. И здесь такая тонкая грань, скажем. Иногда я тоже выпадаю из этого, особенно там
такие моменты, когда для меня сложные, вот когда ну вот бывает так вот, что просто нет сил и какое-то такое, не знаю, как объяснить, но когда вообще нет сил для письма и находишься на нижних границах своего, в общем-то, своих ресурсов, когда нам нужно, наоборот, отдыхать побольше, не уходить в минуса, скажем так. И в такие моменты у меня тоже случается, что получаются очень такие достаточно грязные, не очень приятные сочетания. Есть у меня такие работы, вот. Но с опытом выходит, и сбилась я с мысли, ладно. Во-первых, смешение цветов между собой. То есть есть определенные цвета, которые нужно смешивать, есть, которые не стоит. Нажатие кисти тоже играет важную роль, потому что если мы, вот, к примеру, я набрала краски, набрала краски, и я вот так нажимаю, и вот где-то я слегка, а где-то прямо вдавливаю. Когда я слегка, на холсте у нас остается краска с поверхности кисти. Когда я начинаю вдавливать, выдавливается краска, которая находится еще и внутри, которую она впитала ранее. То есть это тоже такой важный момент. То есть когда мы там ставим блики, когда мы ставим блики, мы едва ли вот слегка дотрагиваемся. Когда мы начинаем писать, то есть где-то мы подмешиваем, вот смешиваем вот таким, получается, допустим, какой-то градиент. Где-то мы можем двигать эту краску, грубо говоря, не дотрагиваясь и не смешивая. То есть вот работа с кистью, она это такое вот тоже с опытом приходит, и со временем начинаешь уже понимать, как себя ведет кисть в том или ином случае, с той или иной краской. Даже кисть от кисти, она разнится. Новая кисть, вот это, допустим, одна и та же кисть. Одна старая, одна новая. С новой можно добиться, допустим, определенных, то есть она пишет уже вот, если брать вот таких совсем нюансах, она совсем по-другому, у нее изгиб, да, длиннее, она не такая спиленная, а это более короткая, она уже больше царапает, а это больше оставляет такие красивые какие-то мазки. Это вот нужно наблюдать в процессе работы, фиксировать. Но опять же, только опыт, только вы никак лучше не узнаете, ну, другого нет способа научиться, как постоянно писать, постоянно пробовать, постоянно экспериментировать, ошибаться, снова пробовать, снова экспериментировать. То есть это такое дело. А грязь, она получается и у меня частенько, когда там что-то перемешиваю. Ну, бывает даже, бывает, что наоборот такие красивые, интересные цвета получаются, или как-то так вот они между собой удачным образом смешиваются, что я бы и рада воспроизвести это снова, но не всегда это выходит, не всегда получается. Хотя очень бы хотелось. Так. Возможно, у меня, в принципе, палитра достаточно, как бы вроде бы кажется, что цветов много, но она у меня практически не меняется. То есть я пишу всегда одними и теми же красками.
И мало что меняю. Кстати, вот у меня тут индиго есть. Я бы его подмешала бы в эту работу. Редко вот, кстати, использую. Это тоже одна из таких красочек, которые я не всегда выдавливаю на палитру, но вот здесь она, наверное, будет хорошо сочетаться с этими желтенькими цветами, желто-оранжевыми. Вот. Еще можно поработать, кстати. Ну вот я прыгаю с одного на другое. Соскучилась я уже за этот период, который я ничего не снимала. Уже соскучилась я снимать видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях о том, работает ли у вас YouTube, продолжаете ли вы смотреть или через VPN, или нормально, как бы вот давно ничего не, как бы не спрашивала, и нет у меня новостей на этот счет, как работает YouTube. Знаю, что кто меня смотрит вообще из разных стран, вот, ну, большая достаточно аудитория из России, поэтому мне интересно, работает у вас или не работает, и если вы смотрите, то как. Теперь можно приступить к каким-то таким ясным деталям, уточнениям. Опять же, не обязательно нам воспроизводить эту вазочку, вот прямо копия-копия, и каждый там цветочек, лепесточек и вырисовывать. То есть это, от нас это не требуется. Мы не занимаемся э, копированием, перерисовыванием. Передо мной стоит такая задача, то есть я сама ее себе ставлю. Я хочу создать, э, исходя из данного, допустим, референса, я хочу создать интересную живописную работу. И у меня нет такой первостепенной, да, цели добиться в точности похожести, да, вот такой же. Моей целью стоит создать интересную, классную, живописную работу, которую будет интересно нам разглядывать, где-то какие-то мазки, да, чтобы получились красивые, какие-то сочетания интересные цветов, фактура очень важна для меня. Мне очень нравится фактура. А похожесть, то есть она может как-то напоминать эту работу, то есть, да, то есть мы же все-таки с нее пишем, какие-то моменты обязательно будут сохраняться. Но это не стоит на... То есть не нужно выводить каждую деталь отдельно, да, и сидеть вырисовывать каждый цветочек. От этого работа не станет лучше. Иногда что-то не получается, можно это соскрести и поставить заново. Это тоже нормально. Где-то мы краску втираем прям, да, она такая становится плотная. А где-то мы просто кладем такой мазок фактурный, вот, и оно как бы в принципе заменяет нам. Частенько из-за того, что я далеко не всегда делаю и работаю с имприматурой,
У меня очень часто бывает, что просвечивает холст местами, потому что я, бывает, какой-то красивый момент я сделаю, и мне не хочется его портить. И я предпочитаю оставить где-то, чтобы просвечивался холст, но не испортить это какой-то вот красивый, удачный момент, да, ради перекрытия. Например, здесь я много раз положила, но мне не очень нравится. Я сейчас попробую переделать. Попутно я кисти вот еще вытираю о картон, да, и иногда, а потом еще вытираю, то есть вот когда много на кисти есть масла, я это масло об картон вытираю, после этого вытираю о, о салфетку, и кисть, она как бы получается, что, ну вот, да, она немножко мажет, но она достаточно чистая. Возможно, это тоже одна из причин того, что не получается грязь. Красивые здесь узоры, мы можем намекнуть на них. Ну и посреди вот эти цветы, таким образом я буду изображать. Даю где-то желтенького можно. Хотелось бы показать блики и показать вот эти, такие тут кружочки еще есть местами, более светлые. И вот здесь есть такие блички. Остановлюсь на уточнении, сделаю немножко вот этот рисунок своей супер тоненькой кисточкой. Вот такие намеки на то, что здесь такая какая-то зеленушка еще. Можно сюда еще тоже высветлить чуть вазочка. Напоминала
Много оригинал. Начинает уже, вообще уже так достаточно сильно сократился день, и меня очень хорошо выручает моя лампа. Я показывала в предыдущих видео, потому что уже раньше, если можно было без дополнительного освещения работать здесь, ну, где-то до, наверное, 7, может быть, даже до 8, то теперь после 4 уже темно, и хочется какое-то дополнительное освещение, чтобы было. Вот. И поэтому вот эта лампа, я ее направляю в потолок. И она меня очень выручает, создавая такое вот общее освещение дневного света. Потому проблема с маслом заключается в том, что оно блестит, и сложно добиться такого освещения, чтобы оно подходило. У меня очень болят глаза. И пусть даже учитывая, ну, при всем том, что вот я делаю, как бы все равно это не идеально, и мне все равно удобнее писать при, ну, днем, при дневном свете, но когда сейчас, допустим, уже день становится короче, а работать приходится не меньше, да, то это очень меня выручает такой способ. И листочки. Теперь нам нужно сделать акцент на самих цветах, которые вот яркие, которые выходят на передний план. Возможно, сделать небольшой перерывчик. Немножко отдохнул мой глаз, чтобы я, возможно, что-то увижу, что я не увидела, потому что глаз замыливается, как ни крути, когда особенно в подряд много пишу. Я, бывает, отойду, пару минут подходишь и уже там замечаешь какие-то нюансы, которые не заметил там в предыдущий раз. Вот. Сюда можно и красного подмешивать. Надо подсыпать красочки. Закончилось. Синий с желтым, с оранжевым. Хорошо смотрится, мне нравится. Это синий с оранжевым, желтый с фиолетовым и красный с зеленым. Это всем известные парные контрасты. И если удается их использовать, то это очень здорово. Тогда выглядит живопись интересная, ну, интереснее, можно добиться определенных эффектов. Вот. Делаем небольшой перерывчик. Надеваю я свои перчаточки, сделала небольшой перерыв и поняла, что нужно закругляться. Вот. Работа, в принципе, меня устраивает. Мне нравится, как получилось. Сочетание красиво
Вот, но сейчас я хочу сделать таких пару каких-то таких крупных мазков, эффектных даже, с ультрамарином, с индиго. Вот этот угол можем прямо так чуть затемнить. И последние финальные штришки. Цветы можно тоже, вот эти зеленые веточки. Это просто будет чуть светлее, это темнее, их выделить. Этот вот светленький, как бутон. Нужен мне такой зеленый, я вот его не могу намешать. У меня когда-то был, вот, но я забыла, какой марки я покупала. Такой вот он ядерный, но приятный. Потому что есть у меня другой ядерный, он вообще не подходит. А такой вот, как в Ладоге была, по-моему, типа весенняя зеленая, что-то как-то так она называлась. У нас темнеет уже, я не хочу включать свет, потому что хочу успеть как бы дописать без того, как я включу свет, для того, чтобы не сбил, не, в общем-то, я начала снимать видео без света. Если я сейчас его включу, то поменяется цветопередача. Поэтому я хочу закончить, прежде чем придется включить свет, для того, чтобы не сбивалось. Так, здесь задний фон более такой зеленоватый. Я не знаю, можно попробовать как-то сменить и добавить таких пару мазочков сюда, для того, чтобы этот голубой фон но не очень. Потом я уже самостоятельно прокрашу борты, чтобы не тратить на это время. И желтый тоже у меня уже добавим центиков. Можно так еще. Думаю, что это 99, в общем-то, процентов работы я сделала. Если что-то я и добавлю, это будет уже не сейчас. Но пока что вот все, что я видела, я сделала. Думаю, неплохо получилось. Я люблю за один присест писать работу.
Ну, иногда случается, что я что-то, ну, вот как с котом, допустим, я там спустя неделю добавила там пуговки, что-то еще. Вот такое бывает, то что, допустим, может, еще что-то сюда добавлено, но это не точно. Сильно затягивать видео тоже не хочу. Уже, наверное, получится достаточно долгим. Да, пожалуй, на этом я остановлюсь на сегодня. Спасибо большое, что если вы дошли до этого момента и досмотрели, спасибо большое за вашу выдержку и заинтересованность. Вот. Лекс добавлю. Эти глубинку я отмечаю более темным, но не хватило мне глубины здесь. Более такие были контрастные, чтобы я пыталась высветлить, но сейчас не очень получилось. Поэтому теперь пытаюсь, наоборот, затемнить. И на фоне вот этих затемненных более светлые выходят как бы на передний план. Оставляю. Ворсинки попадают. Иногда еще я вот светлым вот так
можно делать для того, чтобы наполнить воздухом букет и показать, что вот эти просветы есть. Ну, прям и решетить не стоит, но местами можно. Так. В общем-то, я оставляю. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите ваши комментарии. В общем-то, всем большое спасибо. Всем пока.